Масштабный сбой в Рунете. Самая мощная атака дронов в этом году. Среди целей Москва. Рецидивист с ножом пришел в детский сад. Это новости на Ходорковский лайв. Ставьте лайк, подписывайтесь. Украина провела самую крупную в текущем году атаку беспилотниками на территорию России. Целями дронов стали минимум 13 субъектов Федерации, включая Москву. Минобороны России также отчиталась об уничтожении беспилотников над аннексированным Крымом. Пи***ц. Это кадры из Рязани. Согласно сообщениям телеграм-канала «Фастра» и база дрона атаковали НПЗ Рязанской нефтеперерабатывающей компании, а также Новорязанскую ТЭЦ. НПЗ принадлежит Роснефти, и компания называет ее своим крупнейшим активом. ТЭЦ, согласно сайту предприятия, обеспечивает теплом около 60% города Рязань, а электричеством около 20% всей области. Губернатор региона Павел Малков сообщил о пожаре на одном предприятии из-за обломков беспилотников. Также, по его данным, обломки дрона попали в частный дом. Он загорелся. Местные власти утверждают, что пожар уже потушен, а пострадавших нет. Хорош. А это Брянская область. Там после ночной атаки дронов приостановила работу одной из крупнейших предприятий в сфере микроэлектроники в России – группа «Кремний-Л». Об этом сообщает госагентство ТАСС со ссылкой на саму компанию. По данным BBC, завод производил детали для ПВО «Панцирь» и ракетных комплексов «Искандер». Кроме того, в городе повреждены здания Института управления и бизнеса и регионального следственного комитета. Кадры с последствиями атаки опубликовали местные телеграм-каналы. Глава региона удары по обоим объектам пока не комментировал. А это уже Курск. Несколько районов города остались без света после падения обломков БПЛА. Они повредили провода. Об этом сообщил мэр Игорь Куцак. Также повреждены 4 домовладения. В ходе атаки в России приостановили работу минимум 10 аэропортов, причем 3 из них под Москвой. Об ограничениях сообщали Росавиация и государственные агентства. Мэр Москвы Сергей Собянин написал об уничтожении дронов над столицей в Троицком округе. В Московской области дроны сбивали в Щелково, Коломне, Раменском и Подольске. Минобороны России отчиталась о поражении 123 беспилотников над 13 регионами страны. Украина тоже подверглась атаке беспилотников. Под Киевом в ходе нее погибли 3 человека. Это данные местного МЧС. В Фастовском районе поврежден 10-этажный дом. В нем начался пожар. Погиб 36-летний мужчина. Местные власти сообщили, что 150 жителей дома эвакуированы. В Броварах также поврежден жилой дом. Там погибла супружеская пара. Утверждается, что на дом упали обломки дронов, из-за чего и начался пожар. О повреждениях домов также сообщили власти Черниговской области. По данным воздушных сил Украины, всего территорию страны атаковали 58 российских дронов. 25 БПЛА сбиты, еще 27 локационно потеряны. В Долинске на Сахалине пьяный мужчина пришел в детский сад с ножом и грозился перерезать себе горло. Так он отреагировал на отказ отдать ему детей. Первым об этом сообщил близкий к силовикам телеграм-канал «Шот». Реально глотку себе. Я 18 лет. Я 18 лет сидел в тюрьме. И что детей приведут? Я реально слышу, то, что твоя документка, я говорю, слышу, мне говорю, приведите, пожалуйста. По данным ШОТ, на кадрах оказался местный житель по имени Евгений. Он был судим 8 раз. Услышав, что воспитатели планируют вызвать полицию, Евгений покинул детский сад. И все же его быстро вычислили и задержали. При задержании он оказал сопротивление полицейским. Пока на него заведено административное дело по статье «Неповиновение законному требованию сотрудника полиции». 3 его детей изъяты из семьи и сейчас находятся в больнице. Пользователи сообщают о массовых сбоях у крупнейших операторов связи, включая МТС, Мегафон и Теле2, о чем свидетельствуют данные с сайтов Сбой РФ и Даун-детектор. Также с перебоями работают стриминговые сервисы и мессенджеры. Сайты крупных российских компаний не открываются. Предыдущий значительный сбой в работе Рунета случился 14 января. Как у вас обстоят дела с доступом в сеть, пишите в комментариях.
Утром 24 января из колонии в Петербурге освободился художник-акционист Павел Крисевич. В 2022 году его приговорили к 5 годам по обвинению в хулиганстве с применением оружия, но учли 1,5 года, которые он провел в СИЗО. Осудили Крисевича за акцию на Красной площади, которую он провел в июне 2021. В ходе перформанса он дважды выстрелил в воздух из шумового пистолета, после чего сымитировал выстрел в голову. Акционист назвал свои действия протестом против политических репрессий. Перед выстрелами Крисевич зачитал манифест, который заканчивается такими словами: «На силу и репрессии мы ответим бесстрашием, ведь страха больше не будет. Перед кремлевским занавесом последуют выстрелы». И это все новости к этому часу. Не забудьте подписаться на наш YouTube-канал, а также подписывайтесь на нас в Телеграме. Там мы тоже публикуем наши ролики, в том числе в аудиоформате, чтобы вам было удобнее смотреть их и слушать. Оставайтесь с нами на связи даже в случае полной блокировки YouTube в России. В студии для вас работала Екатерина Воропай. Берегите себя и до встречи.